Друзья, всем привет! Это Юлия Батталова. Мы собираемся в садик. Вот так вот с 2 пакетами по понедельникам обычно. После садика я сегодня пойду анализы сдавать. Детей я делала вот так вот. На улице сегодня жарко. Сегодня ничего не поели. Дети поедят в садике. Оставь сумку, я сама возьму. Иди обувь одевай. Так как мне сегодня на анализы, я сегодня тоже ничего не ела, ничего не пила. Сейчас посмотрим, как быстро мне возьмут кровь. Я еще хочу записаться на дополнительное обследование, если получится. Вот. Ну что, оставила я детей в садике. На улице сегодня действительно жарко. Прям вот жарко. Хотя бы ветерочек немножко есть, это хорошо. И мне сказали к 9 прийти в семейный, получается, как к семейному доктору. Сказал, что типа анализы в 9. Но мне вот Татьяна подсказала, что, говорит, у семейного, говорит, анализы до 9. Ну и муж тоже так же напомнил, говорит, в Газипаше вроде до 9 мы ездили. И я как бы тоже вот решила раньше сегодня поехать. Детей раньше отвела в садик. Правда, уже 8:15. Но я сейчас на велосипеде быстро доеду. И посмотрим, во сколько здесь будут принимать анализы. Так-то в тот раз я график работы семейного врача снимала. Кому интересно, можете посмотреть. Вот. И, друзья, подписывайтесь на мой канал. Те, кто не подписан, рассказываю обо всем, с чем сталкиваюсь в Турции. В общем, рассказываю о своей жизни в Турции, чем я занимаюсь. Так что не забудьте подписаться. И, друзья, я вышла. Мне взяли кровь очень быстро. Смотрите, тут еще напротив аптека, так прям удобно. Если тут выписывают вам какие-то рецепты, напротив можно сразу купить. Вот. А так, сначала, конечно, я зашла к врачу своему, она записала на кровь, и потом вот сюда вот заходите, как раз дверь открыта, сдаете кровь. Вот. И что интересно, сказали, после обеда уже будет готово. Тут вот даже русскоговорящие были с ребенком. Ну, я так понимаю, вообще бабушка пришла с ребенком. Вот. И еще там был мужчина сидел, кстати. Он не мог объяснить, что ему нужны лекарства. Его не понимали, ему дали чисто больничный лист. И я поработала немножко бесплатно, как переводчик. Вот, объяснила, и потом ему прописали лекарства, друзья. Лекарство будет Илач в Турции. Вот, если что, в больницу ходите, говорите Илач Гирегиор. Вот, чтобы вам написали рецепт. Рецепт будет Реджиди. Вот здесь вот такие скамеечки есть. И посижу-ка я немножко здесь. Что-то немного подташнивает меня. Они еще меня спрашивают, говорят, типа не беременность, ну, как называется, белебек, что ли, как-то. Сейчас посмотрю. Вот, гибелик называется. Но у меня не гибелик, точно. Куда мне уже тут гибелик? И так уже 3 нагибелировали. Вот. И, в общем, что хотела сказать. После обеда уже, представляете, будет готово, и я, наверное, приеду сюда. Пока посижу немножко. Что-то кровь никак не останавливается. Вроде уже встала, хотела поехать, но на велосипеде ехать надо. Поэтому сейчас заеду еще в магазин, куплю молоко. Я еще сегодня не завтракала. Вот такое вот у нас сегодня утро, друзья. Расскажите, как ваше утро проходит. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мои другие каналы, друзья. Переходите по ссылкам, подписывайтесь в Инстаграм. В Телеграме пишите, кому интересно что-то. Если личные какие-то вопросы, пишите в Телеграм, друзья. Все ссылки всегда в описании, в комментарии указываю. Так, приехала, друзья, я в Каррефур Мини, который недалеко от Мигроса находится. Вот, хочу посмотреть, сколько стоит говядина.
если новая говядина, ну, то есть свежая. Если свежая, то в Каррефуре всегда выгоднее покупать. Еще я куплю, наверное, батончик. Сейчас что-нибудь так перекусить, потому что ничего не ела. Молочка возьму. Смотрите, арбузы по 14 в Каррефуре стали. С скидкой. Хорошо, прям хорошая цена. Так, дыни по 34. Еще сейчас, смотрите. Хорошая цена на арбуз. Можно будет как-нибудь с мужем приехать сюда. А что бананы, кстати, сколько стоят? Бананы 49 лир. Вот. Томаты с шекера вообще 9 лир. Что это у нас? У них тут распродажа, что ли, какая-то? Авокадо вообще по 19 лир. Ничего себе. Прикольно. Кстати, пробовали голубику по 49 лир. Ну, тоже так, ничего. Вкусно. Вот. У нас Алмаз вечно уж голубику хочу. Хотя вроде по вкусу-то не совсем прям такая вкусная. Так, нагружать себя сейчас не буду. Чисто молочко возьму. Где оно у нас тут? Молоко, друзья. Где же молоко-то? Вечно вот в таких магазинах молока не найти. Вот оно, молоко. Видите, какое оно тут в коробках, которое не портится. А мне нужно портящееся. Там в холодильниках не нашла. Вот это вот что у нас. Вот. Нашла. Молочко. Ура! Такое молоко надо покупать всегда. Все тут написано. Так, яйца 82 лиры 30 штук. Рыбки нету. Еще пока не привезли, похоже. Мясо, кстати, привезли, похоже. Свежее. Классно. Только разрезают. Попросила фарша 1 килограмм, чтобы накрутил прям из свежего мяса. 459 лир будет. Вот такие вот батончики мне здесь нравятся. Сейчас я их куплю. В общем, друзья, сейчас такое было, представляете? Я стою тут, набрала, значит, всего. И у меня нету карты, потому что я ребенку отдала карту. Такую махинацию только что замутила. Я говорю, давайте я, говорю, на карту переведу, ну, то есть попрошу мужа, чтобы перевел. А вы, говорю, потом со своей карты оплатите. Представляете? Продавец пошел на уступки, кассир точнее, и так и сделал. Так что вот такой вот выход из положения получился. Ну что, пришла я домой, успела сейчас приготовить завтрак себе. И получается, только-только буду завтракать, друзья. Хотела вам рассказать по поводу чая, немножко турецкого. Смотрите, почему именно такие чайнички? Спустя, наверное, 1,5 года жизни в Турции только мы поняли, для чего именно вот такой вот двойной чайник идет. Смотрите, первое, это потому что чай очень как бы натуральный, без красителей, без ничего. Чай бывает здесь в Турции также крупнолистовой и такой мелкий. Вот, мы что-то до этого не покупали крупнолистовой, постоянно делали мелкий и готовили его так вот, как мы обычно готовим. То есть там его отвариваешь в воде, то есть прокипятишь в воде чай и все как бы, ну, постоит немножко и наливаешь. Но такой чай, как у турков самих, не получался. И мы начали выяснять, почему же так, расспрашивать. Они нам объясняли, что нужно держать вот здесь вот на 2-м этаже чайничка, заварку долго. Ну, мы что делали? Мы, получается, туда заливали воду, пробовали, не кипяченую наверх, потом здесь кипятили, потом это отдельно кипятили. Короче, процесс не понимали, как именно он работает. В итоге, сейчас я вам расскажу. Оказывается, чай действительно такой натуральный, то, что красителей никаких нету, не как у нас. Вот, допустим, чай поставил, там чуть-чуть постояла она в горячей воде, и все, уже чай вышел. Нет, не так. Тут, в общем, смотрите, сначала кипятишь воду,
Получается, наливаешь сюда вот заварку, сверху кипяченую воду, которая уже вот только-только прокипела, такая горячая, заливаешь, потом ставишь сюда, опять наливаешь сюда воду, и чай, сколько, минут 10-15 как минимум, должен простоять вот так вот на газу. То есть нижняя вода кипит, а на верхней, вот этой вот, на втором этаже, заварка дозаваривается, короче. То есть чай заваривается. Вот, и чем дольше стоит вот так вот, мы иногда даже переставляем вот на эту маленькую конфорку, и минут 20-30 даже на маленьком совсем огне он у нас доходит. И вот это получается настоящий турецкий чай, друзья. Вот, сейчас у меня уже как бы чай готов со вчерашнего дня. Я его просто как бы поставила наверх, а внизу кипячу воду. То есть всегда заварка находится в режиме такого заваривания, короче. Вот, так как здесь нету всяких красителей, чай получается не вредный, натуральный, такой хороший турецкий чай. И еще обязательно добавляйте все-таки крупнолистовой, купите крупнолистовой чай. Вот мы взяли пикоя, мы его здесь нашли, мы в России пили пикоя, и здесь мы его нашли. И получается, мы его добавляем немножко. И когда ты добавляешь еще и крупнолистовой чай, просто обалденный получается, друзья. А тут у меня готовится омлет. Вот, смотрите. Такая вкуснятина. Это я приготовила рецепт новый на свой канал, простые рецепты. Вот здесь прям я снимаю обычно рецепты, кому интересно. Там как бы подача такая красивая моих блюд. Вот с помощью вот такой штуки, я привезла ее из России. Вот такая вот штука тоже помогает мне. Ну и в принципе иногда пользуюсь селфи-палкой. Вот. Но я хочу, конечно, что-то получше купить еще. Вот. Ну, как-то так. Купила, получается, вот такое вот количество фарша. Смотрите. Ну, килограмм я сказала. Здесь килограмм 40. И вышло это у меня на 478 лир. Вот, килограмм фарша. Только привезли, поэтому попросила. В Каррефуре обычно в конце недели уже не стоит покупать, привозят в начале недели. Но это вот в Селевке так. Время, друзья, 10:40, а я только сажусь за завтрак. Я, конечно, уже батончик съела, в Каррефуре купила. Вот, сейчас приму химохим еще, который принимаю каждый день. Реально чувствую очень какой-то вот прилив энергии. Напомню, это продукция Atomy, Южная Корея. Вот. На том же заводе где производят элитную косметику Chanel, Lancome. Просто пока не раскрученный бренд, поэтому как бы цены такие недорогие. Вот. Ученые 8 лет, получается, создавали именно химохим, трудились над этим. Получается, что направлено на питание клеток вашего организма, друзья. Вот. Помимо этого, я с утра каждый день принимаю куркуму и ним, вот такие вот шарики для очищения кишечника. Вот. Это с утра натощак за где-то 20-30 минут до еды, запивая теплой водой. Можно, если есть натуральный мед, то с натуральным медом водичку теплую и запивайте шарики. Это тоже очень хорошее средство, но это до кучи. Если есть возможность, кому интересно, пишите мне в Телеграм. Почему бы и нет? Это для профилактики таких прям конкретно страшных болезней, вот, как рак, опухоли, какие-то иммунные заболевания, то есть если у вас иммунитет очень сильно понижен, если вы работаете где-то в зоне риска. То есть, в общем, это очень такое сильное питание для клеток, и еще при этом
организм начинает воспринимать те витамины, которые вы каждый день получаете из продуктов питания. То есть бывает такое, то, что когда уже организм засорен, он не очищен, не может организм получить элементарного питания из обычных продуктов. То есть это вот очень средство хорошее. Не только это, и вот куркума с ним тоже очень полезно для организма, друзья. А почему, друзья, начала принимать такие препараты? Потому что себя почувствовала на днях не очень хорошо. Я как бы вообще против всяких таблеток, вот, но про витамины слышала. Я принимала до этого витамины комплекса В, вот, ну, как бы бывало такое то, что кололи мы хондролитики, но это как бы моя личная, то есть это по указанию врача, это еще в России, когда я ходила к неврологу. В последнее время, говорю, себя плохо чувствую, вот какой-то, не знаю, слабость какая-то, вот постоянно как бы болеем, ну, частенько, потом, ну, вот чихание, вот это вот, какие-то сопли, горло першит, вот это все. И слабость, как будто бы какое-то нелегкое головокружение, вот такое вот я заметила за собой в последнее время состояние, и решила я, тем более раз у меня тут оно, вот это предложение поступило мне, то, что вот попробуй Хемохим, очень хорошее средство, я его попробовать решила, и не зря мне оно действительно помогает. Я уже вот сколько, 3 дня пью, вот сегодня 3-й день, я чувствую сегодня себя еще бодрее, при том, что я даже не покушала, то есть вот как-то вот оно само вот так вот дает о себе знать, то есть, ну, в общем, ты чувствуешь это все, поэтому классная вещь, советую, кому тоже интересно, пишите мне в Telegram, вы сами сможете его заказывать со скидкой себе в своем приложении, маркетплейсе, такой же, как Озон, Wildberries. Вот. Но на Озоне, на Wildberries Atomy продукция очень дорогая. Там как бы переплачивать надо будет. А вы можете сами себе заказывать на маркетплейсе Atomy. Единственное, вы сами туда не сможете попасть, пока не зарегистрируетесь через кого-то. Поэтому я могу вам помочь, что вы можете, получается, под меня зарегистрироваться и заказывать себе все, что вам нужно. Там очень много продукции, там и туши, косметика, зубные щетки, зубные пасты. Кстати, я вчера запорола вторую футболку, когда кушала нектарин, свою любимую. У меня вот розовая футболка с пятном, сейчас вот футболка такая бежевая с пятном. И мне как раз подписчики предлагали здесь приобрести какое-то средство пятновыводитель, в итоге его нету. Вот, и как раз в Atomy есть пятновыводитель, хочу попробовать купить. Потом вам расскажу эффект, вообще буду всем делиться. Ну а сейчас буду завтракать, друзья. Что, друзья, вот сделала котлетки еще быстренько на вечер, на ужин. Сейчас поставлю их в духовку. Вот так вот закрою. Поставлю в духовочку и поеду уже за анализами. Почему? Потому что время уже 3 доходит. За результатами? За результатами анализов, да. Вот так вот. Опа. А что я делала все это время, друзья? Я монтировала видеоролик. Вот, сейчас еще быстренько зарегистрирую одного участника в свою команду. Как раз скинули данные, чтобы заказывать этот продукт. Вот такой вот ноутбук. Кстати, дома у нас бардак. Вот так, когда начинаешь заниматься вот такими делами. Ну, в принципе, вот этот бардак, это что? Это просто игрушки детские лежат. Дети придут, я их попрошу, они соберут. В принципе, не так уж и страшно. Вот, о чем хотела сказать. Вот такой вот ноутбук у меня для работы, в принципе, удаленный, больше ничего и не надо. Я, конечно, еще стол хочу купить, чтобы более-менее было удобно, потому что вот этот маленький столик, он немножко все-таки
не для этого дела, друзья. У нас как будто есть видео твое. Вы на компьютере мое видео посмотрели? Нет, мы не попотели, мы просто видели, как ты купался на море. Ну так мы вместе же ездили. С тобой? Конечно. Да блин, как точку так массаж? Я не знаю. О. Друзья, мы уже дома все. Ну, кроме папы, да? Папа у нас еще пока на работе. В общем, за анализами съездила, детей покормила, поужинали. И вот после ужина есть такое ощущение у вас, что сидишь, дальше хочется сидеть, вставать не хочется со стола. Вот у меня сейчас такое ощущение, лицо все такое за целый день уже уставшее такое лицо. Но вот на лице у меня сейчас BB-крем. Очень хороший, мне нравится. Он, вот сейчас жара, он прям хорошо держится. В общем, выполняет свою работу, свое предназначение, как и должно быть. А за анализом я съездила, и анализы показывают хороший результат. Единственное, что-то там одно неправильно. Ну, смотрите, все на турецком получается. Я еще не переводила. Сейчас выйдем на балкон, посмотрим вместе. Вот результаты. Тут Азалька со мной вместе. Тебя не пущу. Что ты хочешь? Я на балконе кушать не собираюсь. Иди там на столе кушай. Я знаю. Что ты здесь хочешь на балконе? Кушать там, все, здесь нету кушать. Закрой дом. Пока Руслан не пришел, надо посидеть, побалдеть. А то потом муж приходит с работы, надо ведь этот вид показать, что работаешь. Вот так посидеть не получится. Шучу. Просто где-то такую цитату прочитала, типа, такой, типа, смешной, короче. Типа, вот, когда, что интересно, когда приходит муж. Наоборот, там написано было, кстати, когда муж приходит, как будто, говорит, ты устала, все болит. Когда муж, говорит, на работе, ты, говорит, типа, все делаешь, там, ходишь дома, по дому, то есть, не знаю, в общем, у меня без разницы, муж дома, не дома, я могу реально вот так и сидеть, я могу и работать, меня вообще никак это не мешает, в общем, не думаю я о таких вещах, но вот стат такой прочитала, вот, поняла по-своему. Вот так вот выглядят анализы на 3 листах, может быть, среди вас есть какие-то специалисты в этом деле. Вот первое, да, ВБС написано. Я так понимаю, вот 3,5 это норма, а 3,5 до 10, 6,9 показывает. Вот, что тут еще? РБС, может быть, это, конечно, РБГ 4,2-5,4 у меня показывает 4,17. Далее вот 130-400 должно быть, 233. Ну, я так понимаю, вот результаты как бы, да, норма и рядом может быть не норма. Вот. И в одном месте немножечко у меня чуть-чуть не дошло до нормы. Я не знаю, вот честно, кто знает, кто разбирается, вот это вот интересно, что. Ну, я, наверное, в интернете еще почитаю, посмотрю. Но я планирую обязательно сходить на УЗИ еще в большую больницу, в госпиталь. И там еще пройти УЗИ. Там. Вообще хочу УЗИ внутренних органов всех. Я думаю, что проверяться надо. Вот. Очень много таких заболеваний, которые, если запустишь, потом как бы обратно не вернутся. Ну а цель тогда жить на этой планете, если тебе как бы не важно, сколько ты проживешь. Как бы ты живешь ради жизни на ней, и
За этим надо очень сильно следить, смотреть. Да, конечно, тоже без всяких фанатизмов, не бегать по каждой причине, но профилактика нужна, профилактика всех органов, консультация какая-то там, какие-то там вот эти вот УЗИ, это, мне кажется, необходимо всем. Ну что, друзья, время 18:47, сижу вот так на балкончике, птички поют. Сейчас вот вообще я постоянно нахожусь на балконе, даже работаю, монтирую, все постоянно на балконе, потому что здесь очень хорошо, здесь очень приятно, тепло, вот днем ноги грею, сижу, птички поют, прям вообще супер. Кстати, на этих загорело, прям видно, что потемнело лицо. Вот, и что хорошо, вот у этого BB-крема, возвращаясь на эту тему, у меня оно подстраивается под цвет лица. Даже если у вас лицо красное, оно подстраивается и делает ваше лицо еще прекраснее. Это все от Atomy. Мне еще вся продукция очень сильно нравится. Я не знаю, я прям кайфую от нее. У меня вот закончился, было в Газипаше еще шампунь с бальзамом. Я думаю, наверное, я куплю обычный там в магазине шампунь. Я взяла один шампунь, второй шампунь. И я поняла, что такого эффекта, который был там, вообще нет. Ну, не существует. Волосы настолько воняют, как будто бы после вот этих шампуней, они как будто окисляются, они не очищаются, они быстро загрязняются, они становятся реально сухие, вот эти кончики ломкие. И вот это видно прямо, ну я прям не могу. А когда я пользовалась этим шампунем, вот этот вот даже запах окисления ты не чувствуешь, такие волосы чистые, как вот у младенца, такие мягкие становятся. И при этом не загрязняются быстро. Я вот как бы реже даже, я помню, мыла. Здесь нужно мыть каждый день волосы. Там 2-3 дня нормально, короче. И по цене они хорошие, и недорогие, то есть и объем большой. Вот, вообще супер, я прям вот, ну, кайфую. И вот то, что магазинские сильно мылятся, в них очень много сульфатов, там нет сульфатов. Вообще, Atomy продукция вся классная. И у меня еще что прям, ну, нравится, я удивляюсь тому, что готовится, то есть производится это все и в Южной Корее, да, сертификаты в России получают халяль. Представляете? Ну вот, то есть настолько хорошее качество у этих продуктов, друзья. Вот. И по очень замечательной, вкусной цене. А почему такая замечательная вкусная цена? Потому что еще не настолько сильно прорекламирован товар. Вот, он только-только, он реально, вот он прям как бомба вот взорвется скоро, и товар вырастет. И все люди, которые находятся при этом, пользуются и при этом зарабатывают какие-то баллы, я думаю, тоже больших успехов смогут добиться. Ну, уже добиваются, уже там люди пипец какие деньги зарабатывают. И в чем только я сожалею, о чем только я сожалею, то, что я раньше не зашла в этот продукт, раньше не узнала и раньше не начала заниматься этим, друзья. Так вот. Ну и на этой прекрасной нотке буду заканчивать этот ролик, друзья. Буду ждать сейчас мужа с работы. Сейчас он уже должен прийти. Ну как, не сейчас. Через полчаса только придет где-то. Вот. Пока посижу, покайфую, подожду здесь его. Так, классно на улице. Прям вообще супер. Всем, друзья, счастья, здоровья. Здоровье самое главное. Радости. И, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока.